Всем привет, друзья! Ну что, пришло время погонять на велосипеде, покататься. Погнали, покатаемся. Сейчас пузо только втяну. Я сегодня оделся во все новенькое, новенькие шуи, новенькая велоформа. Я хотел показать, посмотреть сам, как это выглядит со стороны. Наверное, кепку я все-таки оставлю дома, но наушники возьму. Это будет так выглядеть. Я хотел вообще-то без очков это все снимать. Сейчас, где мои очки, Ришка? Очки вот здесь, а наушники? Ты не подскажешь мне наушники? Это что, лежат? Вот они лежат. Вот они, да? А это не они. Снимаю Иришка, новое платье. У меня новая форма. Погнали, покатаемся, посмотрим сейчас, как там по погоде. 30-очку точно, может быть полтинничек. Так, заливаю водичку и заливаю водичку и снимаю все сумки, крылья, вообще все с велосипеда. Потому что я всегда езжу в полном снаряжении, а на большие расстояния по месту здесь это вообще не надо, хотя я колеса пробиваю просто за углом. Пробивал, надеюсь, что в прошлом. Вот эти двери знаменитые, которые сразу же закрываются. И я остаюсь в кромешной темноте. Фердант. Так, вода есть. Больше мне, короче, собираюсь проехать полтинник, 50 километров проеду. Снимаю крылья. Хотя делаю это вообще крайне редко и с большой неохотой, потому что в наших краях поливает всегда. Но сейчас типа лето у нас, хотя далеко еще до лета тут. И может быть удастся периодически кататься без дождя. Короче, здесь не самая удобная система одевания, снимания этих крыльев. Но геет. Дальше снимаю вообще все сумки. Что делаю? Вообще никогда. Всегда езжу с сумками. Потому что научен горьким опытом все иметь всегда при себе с собой. Насос оставлю. Нарамную сумку, наверное, оставлю. Хотя тоже сниму. Там ничего ценного в ней нету. Очки. Да и все. И останется голый велосипед. Вот так вот. Крепления для сумок пускай будут. Они уже ничего не весят. Вот остался голый велосипед. Крепление для телефона тоже останется. 2 бутылки и насос. Насос, блин, вот думаю, снимать нет. Оставлю уже. Потому что у меня, в принципе, в камерах вулканизирующая жидкость. Если пробьет, можно пробовать все-таки подкачивать и доезжать домой. Погнали! Выехал и не взял шумоизоляцию для камеры. Прямо, конечно, в форме. Интересное ощущение. Как и в новых шуях. Интересно совпало. Я одел первый раз велоформу в жизни вообще. С надписью «Металлика», с принтами металлики.
И в наушниках сразу же играет Металлика. Первая песня была Металлика. Совершенно рандомно, случайно. Я слушаю сборник Spotify, и там все. Винегрет и салат со всех жанров. И именно первая Металлика. Вот это да. Вообще непривычно, я вам скажу. В плане том, что привлекаешь к себе внимание этими крестами. Ну и еще должна быть идеальная фигура. Я вам скажу, носить такую форму хоть с намеком на пузо вообще не годится. А мне кажется сейчас, что он у меня вываливается сквозь эти подтяжки на шорты. Последних моих видео надо выяснить, что случилось. Или камера, наверное, наворачивается, или потому что я в последнее время периодически снимаю без шумоизоляции, хотя все эти годы снимал с ней. В общем, сегодня опять без нее, без шумоизоляции. Посмотрю, какой будет звук. А следующее видео с шумоизоляцией сравню. Туфлям отлично, шикарно. Единственное, не хватает, может быть, какой-то более сжатый, ну, чтобы более жестко все это было. Но это туринг. Для туринга летний вариант. Так что самое оно. Сейчас подтяну только. Ну, наверное, чтобы вы на самой ноге пожестче сидели. А так, что интересно, не пищит соединения эти, как в тех, контакт сам. И выстегиваются прямо на изи. Там что-то как-то плохо уже выстегивались, а тут прямо сами в ноги вылетают, когда надо. Распаковка. Сегодня у нас, друзья, распаковка компакт-диска. Вот такого вот компакт-диска, который только что мне пришел по почте, который я, соответственно, купил на eBay. Вот такой вот на площадке eBay. Взрываем. Что это у нас? Что это у нас такое? А это не что иное, как что за такое? Как Рамштайн. Друзья, я купил Рамштайн за евро или за 2, это просто удивительно. Смотрите. За 2 евро я купил его. Так, давайте посмотрим. За 2 евро я купил, евро 80 доставка. Хотел бы посмотреть. Это уже нельзя посмотреть, что ли, как это все выглядело. Вот за 2 евро, значит, качество Zergo. Меня смущает вот это вот этот крест. Но он, походу, выглядит как будто поцарапан на коробочка, как будто по шортам. Офигеть, какие удобные. Вот этот вот анлаги, или как он называется. Памперс этот. Вообще, я его прямо не чувствую. А он есть. Очень удобно. Реально. Хотя форма из самого, наверное, дешевого сегмента ценового по сравнению с этими дорогущими велоштанами, которые я купил последние. Да, они просто мега удобные. Там памперс такой какой-то гигантский, и он как-то тут торчит, там выпирает. То есть я его чувствую во время езды. А здесь вообще прямо идеально. Ман, я прямо влюбился в эту форму.
так спецом. Качество просто сумасшедшее, идеально. 2 евро Рамштайн, это прям супер удачная покупка, я вам скажу, смотрите, за этим. Полноценный альбом с полноценной полиграфией, со всеми делами. Состояние действительно очень хорошее. То есть написано ZRG, очень хорошее. И так оно и есть. Так, сам компакт-диск просто в идеальном состоянии. Просто в идеальном. Бомба. Ну и раз прямо вот я на фонарь ставлю свои ноты, как делаю свою ставку, евро, 2 евро максимум. И на удачку пройдет, перебьют, так перебьют. Обожаю эту горку, она одна единственная в округе у меня. В прошлый раз, на прошлой покатухе, я так разогнался на этой горке, прямо в середине спуска. Мне идет мужик на велосипеде по встречке, по моей полосе, а я несусь километров 60 в час. Я еле успел оттормозить, а там еще видимость плохая, то есть я его не видел заранее, я на него вылетел прямо. Идиота кусок старого. Идет вот с левой стороны, то есть у него получается, какого черта вот здесь идет. Я бы на него налетел со всей дури. Топить. Опять ветрено. И в прошлую покатуху я тут упирался прямо. Получилось. Эй, коровы! Привет! Привет! Вы куда идете, собственно? На водопой. Приветствую. Приветствую. Приветик. Дишпетер. И так я прямо старался. Так вкручивал. 30 километров было со скоростью 27, 40 километров. Чуть меньше, там 26-27. А в сумме получилось 50, 24,6, 24,7. Но я реально втапливал. Для кого-то это покажется смешным, эти результаты. И так оно и есть. Люди по 150, вон по 200. Со скоростью 300 ездят. 300, 30, 330. Короче, у меня потом прямо судороги хватали. Я реально... Есть два у меня состояния. Вкатанный и раскатанный. Вкатанный — это когда каждый день ездишь на велосипеде. И потом любое расстояние. На изи. И раскатанный, когда ездишь раз в неделю, вот как сейчас. Всю неделю въябываешь на своем заводе. Потом еще вчера вечером я еще потренировался, потому что вчера был первый день за всю неделю, когда я был более-менее в нормальном состоянии. А то все убитый прям вообще. Приходишь домой, говорить даже не можешь от усталости. Я еще вчера до 10 часов по трению, брусья отжимания. Ну, короче, катаю сейчас вот раз в неделю. И тяжеловато, ну как, нормально, я нормально езжу, полтинник я проеду на изи. Но какие-либо скоростя показать вообще не вариант. Так что еду, ну то есть нету смысла даже сейчас упираться, потому что я раз тренированный. Эти поездки раз в неделю по выходным — это ни о чем. Ну и раз прям вообще вещи уникальные покупаются. Просто бомба. Вот так если посмотреть, сколько он стоит. Вот он 19,50, например, вот кто-то продает компакт-диск Приват. Вот этот альбом. Так, смотреть, сколько цена. Такой цены. Ладно, мне лень искать. 14,99. Короче, это классно, офигенная цена. Давайте пару слов по этому поводу этого альбома. Комментирую. У меня сейчас камера висит на шее вверх тормашками.
доеду до конечного пункта базы Зюльца. Вверх тормашками повешенной камерой, а обратный путь с нормально повешенной камерой. Еще сравнить звук. Походу он в таком вверх-тормашечном состоянии плохо, хуже, чем наоборот. А почему я так повесил? Потому что когда осень, зима, весна, пар идет изо рта, и когда она в нормальном состоянии висит, запотевает объектив. Но летом-то этого нету, так что можно вернуть нормальное состояние камеры. Была пятница, а я накануне, в четверг вечером такой подумал, завтра конец рабочей недели, не поехать ли мне завтра в пятницу на велосипеде на работу и с работы. Надо понимать, что это 38 километров, почти 40 километров в одну сторону. И это часа 2 ехать, потому что там через город большая часть пути, там светофоры. Ну, короче, это уже приедешь подуставший на работу, а потом еще физически фигачить 8 часов, 7, окей. В пятницу короткий день, на час меньше. И потом поехать. И, конечно, я встал. Либо был второй вариант, я раздумывал. Я же езжу на поезде на работу, взять с собой велосипед. На поезде на работу, а с работы на велосипеде домой. Так у меня один чувак с работы делает. Он по пятницам берет свой гоночный болид с собой в пояс и обратно едет на нем домой. У него прямо шоссейник такой дорогущий. Но, блин, меня останавливает вот эти 7 евро. Мне жаба давит за велосипед, за 25 минут пути на поезде 7 евро платить. Ну, думаю, ладно, пофигу, чисто ради эксперимента. А потом встал в пятницу, дождик фигачит. Думаю, да ну нафиг. Плюс еще я с Ральфом договорился, что после работы зайдем, у нас там китайский ресторан, просто такие огромный такой, относительно свежий, там пару лет как его построили. И они распродают вообще там за даром остатки после прошедшего дня. И ты можешь вечером прийти за 6 евро с собой взять кастрюлю, миску, кто на что гораст, и набрать вот прямо все, что ты ешь, за 60-70 евро на двоих. Все то же самое набрать полную кастрюлю на несколько дней на всю семью за 6 евро. Мы уже так вечером были, там просто время неудобное, без 20-10, да, там что-то 10 минут буквально окошко, когда ты можешь забежать и все это загрести. И мы уже раз вечером были, просто мы живем далеко от Ростока, и туда специально ради этого ехать в Лом. А есть у нас утренняя такая же история, там менее ограничен ассортимент, там уже нельзя суши брать, сладкое, но сладкое вечером тоже нельзя. Но там из того, что есть, просто огромный выбор. И я такой, блин, завтра пятница, а в пятницу у меня короткий день на работе, а у них там с 14:40 до 14:50. А у меня работа заканчивается в 2:15, 14:15. Блин, идеально подходит. Я заканчиваю работу, иду в душ, переодеваюсь, сажусь на свой старенький велосипед, который там у меня припаркован. Еду в этот ресторан буквально в 5 минутах от завода. Набираю себе. Так как мы на поезде там периодически с Ральфом вместе едем, ну и в целом мы типа кореша иногда по настроению его и моему. В общем, я ему предложил, говорю, пошли, вот такая вот история со мной. А Ральф такой же любитель шары, как и я. Здесь все, что вот подешевле, это все его. Он такой, да, погнали. Я не могу заплатить. А он вообще деревня. Он, чтобы купить что онлайн, просит кого-то. Нет у него ни PayPal, ничего. Даже не деревня. Он типичный перепуганный немец. Не дай бог где-то оставить
координаты своего банка, банковские свои данные, где-то там онлайн вбить какой-то PayPal. Это всего он боится и избегает. У него даже онлайн-банкинга нет, он все по старинке ходит в автомат, берет эти конто-услуги, снимает деньги. Ну, короче, это даже перепуганный колхоз. Есть немецкий просто перепуганный обычный немец, а есть еще вот еще перепуганный колхоз вот такой. Это вот не то, что без обид, это как бы, блин, да, наверное. Я бы не очень тоже мне понравилось, если бы меня кто-то так называл. Я даже не знаю, как подобрать по-другому. Ну и вот, как бы это плюс. И я решил не брать велосипед, хотя раздумья были. Вот. Врожденная жадность и чувство наживы у Ральфа прямо не занимает. В общем, оплатил я за него, за себя там. А, да, и в обед там 5,50, на 50 центов еще дешевле. И погнали мы вчера в китайский этот, буквально 10 минут. Я взял большую дозу, я еще зачем Ральфа взял? Я хотел проверить, какого максимального размера можно принести с собой дозу, миску, кастрюлю. Где их терпение китайцев заканчивается? Но я думаю, ну Ральф притащит с собой ведро как минимум. Потому что в приложении нигде не написано, какого размера. Вообще написано, что они тебе дают уже готовый кулек с остатками на их выбор. Вот так там написано. На деле ты приходишь и сам все это нагребаешь. Капец, я им делаю рекламу. Я уже себя на работе всем рассказал. Ральф, то это вообще просто это немцы, они как бабы, у них рот вообще не закрывается. Ну, они как сплетники, блин, мне кажется, у них бабы так не сплетничают. В общем, это теперь будет знать не только наш цех, а все цеха, весь завод. Я сам себе делаю конкуренцию. Наверное, это нехорошо. Но китайцы, они, я, короче, забегаю вперед, они действительно заинтересованы, чтобы пришло побольше людей и забрали вообще все, что у них осталось после дневного буфета, дневного шведского стола. У них даже в приложении так написано, что вы типа наш герой, вы спасаете еду от выкидывания. И они вообще не смотрят, с какого размерами кастрюлями ты приходишь. Кто на что гораздо. Кто-то с кастрюлей, кто-то с миской, кто-то с тортовницей. В общем, моя доза такая была такая средняя. Ральф пришел где-то с такой же, принес с собой где-то такого же размера, как и у меня, чем меня расстроило. Но, собственно говоря, мне Ральф для этого и не нужен. Я видел, там еще было человек 10-12 помимо нас, таких же жадных и алчущих асоциальных элементов. И я видел, кто с чем. Ну, пускай порадуются. Мы вчера нагребли, я нагреб, и у меня еще, это вообще так все рядом, завод, между, дальше идет по дороге прямо, и вот этот китайский ресторан, и напротив железнодорожный вокзал, центральная станция, все. И я, короче, 10 минут я это все нагреб, быстро на велик, переехал через дорогу, я уже на вокзале, успеваю еще на 15:00 на поезд. То есть это буквально вот за 45 минут все, побылся, затарился едой, привез и повез на поезде, опять же бесплатно фактически, праздник домой, китайский ресторан домой. Вообще супер. Я единственный минус во всей этой истории, что я потом обжираюсь просто как свинья. Ира там чуть-чуть поклевала, такая: о, класс, класс, о. Да, села 2 штучки какие-то там с этой всего ведра. О, я наелась. А я-то уже все, уже механизм запущен, остановиться не могу. И такой уже, все, забери это. Все, пошел, такой лег. Через 15 минут, блин, что там еще?
Ну да, еще вот это, еще через минут, уже доем все. Короче, еще после всего этого я еще тренировался. Еще через час, соответственно, это все затянулось до ночи. Точно, вот эта цена 5,50, цена дёнера, шавермы вот по-нашему, 7,50 евро, а это 5,50. Ты нагреб, ты вдвоем там 2 дня можешь это есть. И это ж прямо там, ну, там мясо только с десяток видов. И такое, и сякое, и 5-е, и 10-е панировки. Единственное, что днем нету суши. Вечером еще и суши можно подгребать. В общем, того стоит. Ральф был вообще доволен, такой, да здесь килограмма 2, такой свою дозу взвешивает в руках. Да, офигеть, это стоит того, он был явно впечатлен. Я за него заплатил позавчера, и он такой, я тебе завтра деньги принесу. И он вчера деньги не принес, мне его 5,50 там вообще там не нужны. Но я вижу, что он такой с опаской такой, рассчитаюсь, когда это все закончится, типа, там вдруг это какая-то хуйня, что там этот Алекс он придумал, за что там платить. И такой вчера, завтра я тебе деньги принесу, в понедельник деньги принесу. Я говорю, да ладно, расслабься, нормально. Да, блин, да это того стоит, офигеть. Ребят, я рассказываю байки из своей жизни, потому что я вообще не вижу повода вот это вот лицемерие, знаете, что себя выдавливать там, как все держатели таких велоблогов. У них что не видео, так какой-то мега заезд, какая-то душевная съемка, костерчик горит. Я не осуждаю, каждому свое. Ну, блин, вообще не мое. Там какие-то технические обзоры, даже не обзоры, а вот эти вот какой-то, как-то наставничество какое-то. Как надо, как правильно, из видео в видео. Блин, какого хера? Я просто рассказываю за жизнь, и просто за свою жизнь причем. Потому что я никто, чтобы кому-то что-то рассказывать, учить, показывать. Я просто веду веловлог. Жизнь на колесах, по сути. Вот это все высасывание тем из пальца. Как я счастлив, что я сел на велосипед. Как же велосипед изменил мою жизнь. За 24 часа, за месяц, за год, за 10. В чем разница между гревелом и МТБ? Не берите гревел, если вы 10 правил езды на велосипеде. И в таком духе. Бесит. Понимаю теперь, зачем велосипедисты под шлемом носят эти кепи. Точнее, я как бы раньше знал, что пот не заливал глаза. Сейчас глаз левый печет, прямо пот натекло. Пот натекло. Я почему-то на велосипеде перестаю правильно склонять слова. Я не ставлю в рандомном порядке с рандомными окончаниями. Пот натекла. Красавчик, что скажешь. Ну, получилось ровно 50 километров. Мне надо проехать этот кусок по этой брусчатке. И это меня с ума сводит, потому что он портит этот кусок всю статистику. Потому что здесь ты едешь со скоростью 10 километров в час. И потом это все учтется при выдаче средней скорости. Спасибо, брусчатка. Я даже выключить ее не могу, потому что я слечу с велосипеда. Если сейчас заберу руку с руля вторую. Камеру, в смысле, блять. Я обещал не материться. Карный асфальт. Вы уже доделайте вот этих 200 метров. Нет. Вот они положили новую дорогу. А это брусчатка, заповедник, памятник, наследие прошлого. Исторический объект. Нельзя. Ман. Thank you.
Конец пути. Лангсдорф. Не знаю, это в сумме получится, наверное, 60 километров. Энде, Ингеленде. Перекручиваю камеру, пью воду и еду обратно. Еще 29 километров и средняя скорость 26 километров. Я, честно говоря, думал, я быстрее. Все, что выше 25 для меня уже вообще супер-пупер результат. Так что я пока доволен. Но он не сохранится. В зависимости от того, какой ветер все-таки был в спину или в лицо. Сейчас разберемся. Не прямо тебе в лицо, но он какой-то наискось. В общем, намного тяжелее, чем туда ехать сейчас. Так что вангую. Средняя скорость будет около 24. Даже, наверное, чуть ниже. Проехать мимо коров, не сняв коров, не включив камеру. Не знаю зачем. Типа, о, живность. Глаза потом заливает. Нехорошо, а? Снял очки, потому что из-за них и заливает. Не продувается, не обсухает. И они огромные. И там под ними уже какой-то своя атмосфера. Парилка. И прямо глаза пекут. С очками плохо. Без очков, сука, нехорошо, блядь. Когда вы уже уберете эту гребаную булыжник отсюда? Посмотрим. Так, ну Рамштайн. Кто такие Рамштайн? Думаю, говорить не надо рассказывать. Знают все. Рамштайн — это название авиабазы Рамштайн, дословно каменный таран, немецкое произношение. Рамштайн, немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру Industrial Metal, конкретно его немецкой сцене Neue Deutsche Härte. Основные черты творчества группы — специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся. По состоянию на 2018 год она продала около 20 миллионов копий альбома. Короче, читать тяжело, потому что я только с работы пришел, мой язык поворачивается с трудом. Давайте вот конкретно за этот альбом. Вот у них до 22 года 4, 5, 6, 7, 8 альбомов. Sehnsucht — это прямо второй их альбом. 97 год, офигеть. Так, Тоска переводится Sehnsucht, Тоска. Второй альбом группы Рамштайн, выпущен в 97 году, почти сразу после выхода стал платиновым. Альбом отличал особой динамикой и жесткий, слегка рваный гитарный риф. Выпускался ограниченный тираж альбомов в диджипаке. Также выпускался Limited Tour Box Edition, включавший футболку и постер. Круто. Альбомный буклет содержит 6... Тут, походу, 24 средняя не получится. Тут реально ветер в лицо. Не будет здесь подходящей
благоприятной погоды, когда я разовью скорость в 27 километров среднюю, на 50 километров в путь не будет. Как звук, как слышно. Итак, друзья, продолжаем просмотр увлекательнейшего действа распаковка компакт-дисков. Фотографии я их показывал по одной на каждого члена группы, изображенного с необычной конструкцией на лице. Основу конструкции составляют кухонные предметы: вилки, ножи, лопаточки и так далее. На обложке, которую чаще всего можно увидеть, изображен Кристофер Шнайдер с перевязанным колючей проволокой ртом в качестве кляпа и закатившимися глазами. Так, Рамштайн — это не аккомпанемент для вокалиста. Мы шестеро равнозначных идей, это очень сложно кому-либо доказать. Лейбл и пресса всегда хотят иметь одну звезду и не считаться с остальными. Тил Линдерман. Это вот цитата. Дизайн обложки разработан австрийским художником Гоффредом Хельмвайном. Это не важно. В свое время занимавшийся обложкой Black Salt Scorpions, которая весьма похожа. Так, почти все песни из этого альбома исполнялись вживую. Достоверно не исполнялась только Кюсмих. Песня Eifersucht предположительно была исполнена лишь один раз на концерте в Эмдене. Что известный журнал Браво, славящийся своей неправильной информацией, в той же статье Оли были упомянуты. Так, все, короче, погнали слушать. Играла Лиза, песня Духаст. Ну, кстати, на этом альбоме, блин, да тут просто монструозные вещи. Прям, это же вот классика классическая вообще. Играется на каждом концерте группы. Бюк Дих тоже офигенная вещь. Исполнялась в турах. Остальные песни, да, исполнялись только до и во время Зейнцевых тура. Без штрафа мне их исполнялось на протяжении всего Зейнцевых тура. Так, ну да, все. В общем, 13 песен на альбоме, хотя у меня на диске 11. Так, сюрприз. Оригинальный CD, да, вот оригинальный CD 11 песен. Все тексты написаны Тилем Линдерманом. Вся музыка написана участниками Рамштайн. Описание песен. Зейнзук — песня о мужчине, который расстался с женщиной, тоскует по ней. Энгель — трек об отсутствии желания стремиться к идеалу всегда, потому что зачастую то, что может показаться совершенным, на деле обманчиво. Тигр — песня про насилие в семье, изображает тему инцеста, изображая отца, использующего сексуальное преимущество над собственной дочерью. Вот так вот. Без штрафами — песня про отношения человека с Богом, показанные в виде аллегории на садомазохизм. Духаст — песня о делении между мужской дружбой и любовью к женщине. Блин, вот это вот интересный знак. Вообще, так вот вроде бы слова понятны, а о чем непонятно. Песня вот Духаст, песня о делении между мужской дружбой и любовью к женщине. Бюкдих — песня о мужчине, который несчастен, несмотря на удовольствие в своих сексуальных отношениях. Шпиль мит мир — мрачная песня о сексуальных отношениях между малолетними братьями. Да ладно, нифига себе подробности, нюансы узнаю. Клавир — о парне, который очень сильно любил, когда его подруга играла на пианино, но сошел с ума, на почве ревности убил ее, оставил бездыханное тело на чердаке. Ну, вот это Рамштайн, блин. Вот если брать вот чисто вот тексты вообще всех зарубежных групп, то они близко не стоят с русскими группами, которых слова — это всегда какой-то, блин, это какой-то глубокий смысл. Все зарубежное — это всегда вот какая-то такая элементарщина, блин, которая ты вот... Русский человек, когда это читает, он просто диву дается. Как вообще это можно... Вот мы вот это слушаем, потому что не понимаем, о чем поется. Как только вот ты понимаешь, ты, блин, что за нафиг, блин. Вот
просто пропасть между нашими текстами и ихними. Альтеман, ода о старости, бренности бытия, о мудрости и проницательности старости. Ну окей. Айферзухт, о ревности в ее самых жутких проявлениях. Кюсмих исследует тему желания чего-либо, что практически или вообще невозможно получить, предположительно на примере стокгольмского синдрома или орального секса. Вообще, сравнение непонятное вообще. Все, ладно, погнали. Слушай, друзья, это была распаковка компакт-диска группы Rammstein Sehnsucht альбом. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, aus. Микрофон сверху. Аист. Блин, чем больше я еду, тем больше с насморк сопли текут прям. Все больше и больше. Это мой крест какой-то. Тут насморк. Бесконечное уже лето. Думал, хотя бы летом не будет. Какой-то фиг. Без конца текут сопли. Тя. Горка. Последний рубеж. И там уже рукой подать до дома. Фу.
mich? Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich verstehe euch nicht. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich verstehe euch nicht. Неплохо я шел. Это 50 было километров. Средней скоростью 26 км в час. И последний вот этот кусок. Не знаю, ветер поднялся, что ли. Еще хуже. Короче, я думал, проеду все расстояние. С 26 средней скоростью. И что-то как-то совсем хуже пошло в конце. Я сейчас запишу еще короткое видео. Встретил как раз Иришку, я думаю, блин, а у нее новые очки. Шикарные. Я говорю, чё ты, говорю, кусок, я говорю, это приехал. А она выгуливает, значит, платье свое. В общем, друзья, получилось 58 километров почти. И скорость 25,4. Ча. Я думаю, будет больше. Ну, будет больше. В общем, я думал 5, а потом думал 4, потом 26, уже потом 25,4. Все, друзья, с вас лайкос за видео. Подписывайтесь. До новых встреч.